Приветствую всех! Меня зовут Александр, и вы смотрите канал, посвященный дизайну. В мире дизайна, как и в мире моды, есть иконы дизайна, которые не теряют своей популярности на протяжении многих десятилетий. Мы выбрали 5 стульев, которые очень часто встречаются в интерьерах. Секрет их вечной популярности в продуманном дизайне, универсальности и простоте. Они отлично себя чувствуют в жилых помещениях, кафе, офисах и других общественных заведениях по всему миру. Мы расскажем, кто, когда и зачем их создал. Eames Plastic Chair. Этот аккуратный стульчик с пластиковым основанием и деревянными ножками часто можно встретить в минималистичных скандинавских интерьерах. Он был придуман еще в далеком 1950 году известными американскими дизайнерами, супругами Чарльзом и Рэй Имс. Они очень хотели создать стул с сиденьем из единого куска материала, в котором было бы удобно сидеть в любом положении. Стул, который был бы доступен каждому и гармонично вписывался бы как в гостиную, так в музей или офис. Они были в поисках воплощения своей идеи около 6 лет, экспериментировали с формованием фанеры, искали, из чего же можно сделать единый кусок сидения. И с появлением в промышленности стеклопластика их задумка стала возможной. Стул появился на свет. Примерно в 1988 году Рэй отменила производство. Оказалось, что стеклопластик разрушал экологию, а долг дизайнера не только создавать полезные объекты, но и не забывать об окружающей среде. И только совсем недавно, в 2014 году, был разработан экологичный стеклопластик, на 98% вторично перерабатываемый. Сейчас официальных производителей стула Eames всего 2. Это Витро в Европе и Herman Miller в США. Цена такого стула в базовой комплектации всего $569. Стул, который был бы доступен каждому. Поклонников этих стульев так много, что есть дешевые реплики, которые так и называются – стилизованные под Eames. И каждый сам решает, что для него важнее – экология или доступность. Louis Ghost Chair. Прозрачный как призрак, этот стул в 2000 году моментально завоевал сердце и душу всего мира. За все время было выпущено более 1,5 миллиона экземпляров. Филипп Старк, нет, не брат Тони Старка, а известный дизайнер, придумал его для миланской компании Картель, для которой этот стул теперь является визитной карточкой. Филипп Старк вложил сюда иронию, подшутив над классическим креслом XVIII века в стиле Людовика XV, превратив его в призрак. Подлинный экземпляр выпускается из поликарбоната и выдерживает до 130 кг. А еще эти стулья штабелируются до 6 раз. Существует версия без подлокотников, а еще табуреты и мини-версия для детей. Все стулья Ghost выпускаются в разных расцветках, но самым популярным и универсальным остается кристально-прозрачный вариант. Он отлично смотрится в любом интерьере. Его можно встретить даже во дворце Медичи Риккарди во Флоренции, среди роскоши барокко.
Wishbone chair. Этот изящный деревянный стул поистине является шедевром датского дизайна. Его придумал дизайнер Ханс Вегнер для компании Carl Hansen Son в 1950 году. Дизайнер тогда вдохновлялся портретами датских торговцев, которые сидели на китайских стульях эпохи Мин. С виду простой, качественный, комфортный и стильный стул. Но изготавливается он полностью вручную, из различных пород многолетней качественной древесины и имеет более 100 этапов обработки. Завершающим этапом является ручное плетение сидения из бумажного шпагата, натурального, белого или черного цвета. Ханс Вегнер первым начал использовать этот материал в мебели, ценя его за натуральность, долговечность, особую прочность и биоразлагаемость. Tollix chair. Вот скажите честно, какие мысли у вас возникают, когда вы видите этот стул? Далеко не каждый находит его привлекательным, но он заслуженно входит в коллекцию музеев МоМА, Витро Дизайн Музеум и Помпиду как признанный шедевр дизайна. Давным-давно на семейной фабрике по изготовлению изделий из металла Ксавье Пашар в поисках долговечности материала изобрел способ гальванизации цинком. Благодаря этому способу в 1927 году появилась марка Tollix, которая осмелилась первой во Франции, вопреки популярности дереву, выпускать мебель из оцинкованной стали. В то время эти стулья можно было встретить в пивнушках и закусочных. Но по просьбе владельцев этих заведений Ксавье Пашару пришлось усовершенствовать модель, чтобы стулья могли легко штабелироваться. Стулья Tollix из-за своей универсальности быстро начали набирать популярность, особенно когда они появились на пароходе «Нормандия» в 1935 году и на дизайнерской выставке в Париже. К концу 50-х ежегодно выпускалось уже более 60 тысяч экземпляров. Изначально модель была двух видов – голая сталь, красная эмаль. На сегодняшний день их можно встретить любого цвета и в виде барных стульев, табуретов и детской версии для самых маленьких. Эти стулья спокойно могут находиться как внутри помещения, так и во дворе или в парке, и им не страшны ни коррозия, ни другие воздействия окружающей среды. Series 7 chair. Автором этой изящной модели является известнейший датский архитектор Арне Якобсон, который создал ее в 1955 году. Вдохновением послужили работы Имзов, о которых я рассказывал в начале видео. Во время работы над стулом Арне Якобсон опирался на важный вопрос – какой стул нужен людям? И так как в Скандинавии кухни маленькие, то он пришел к выводу, что людям нужен недорогой и легкий стульчик.
Монолитное изящное сиденье стула изготавливается из формованной фанеры и цельного шпона, рисунок которого тщательно подбирается к каждому экземпляру. Также существуют варианты офисного стула на колесиках и стула для бара. Много десятилетий этот стул является бестселлером компании Fritz Hansen, а с момента создания этого стула было продано более 5 миллионов экземпляров. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полоти, заваленки, а на востоке истертые ковры и паласы, то все же остается 50 миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее количество вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26,5 миллионов. Для верности откажемся еще от 6,5 миллионов. Оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. Ильф и Петров. 12 стульев, 1928 год.